Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой замечательный несложный узор, который идеально подойдет для летних вещей, также для демисезонных, и можно даже фрагменты его или полностью использовать для вязания теплых вещей. Очень красиво смотрятся кардиганы с этим узором. Чем тоньше пряжа, тем узор получается более нежный. Но интересно он по-разному, но все же интересно смотрится в разных видах пряжи. Вот этот образец я вязала из хлопка с акрилом. Толщина пряжи здесь 280 метров в 100 граммах. Спицы я брала 3,5. В показе, образец, который я буду вязать вместе с вами, я буду использовать меринос и в более темном оттенке. Вот в темных цветах этот узор, с моей точки зрения, раскрывается еще лучше, еще четче. Но это дело вкуса. Итак, вот так выглядит этот узор при вязании снизу вверх. Если же вы вяжете от горловины, узор выглядит вот так и напоминает купола каких-то вот башенок таких, как свечечки. Но он по-разному выглядит, но интересно и в том варианте. Изнаночная сторона у него достаточно гладкая, но при вязании этого узора используется жемчужный узор. И вот жемчужный узор, он немножечко дискомфортный иногда бывает к телу, в зависимости от того, какую пряжу, конечно, вы используете. Но для очень чувствительных людей, возможно, его или заменить изнаночной или платочной гладью, или же использовать его не в каждом ряду, меняя петельки, а через раз. Такой рисовый узор получится тогда у вас. Я вязала жемчужным, схему я составила для рисового узора. И в образце, когда буду вязать в видео маленький образец, я буду тоже использовать рисовое вязание. Давайте приступим. Как видно по схеме, узор достаточно простой, особых пояснений не требует, но если кому-то что-то будет непонятно в схеме, то в процессе вязания я покажу все элементы, которые используются в данном узоре. Итак, раппорт узора составляет 16 петель в ширину и 24 ряда в высоту. Это вот один раппорт в ширину, и вот он в высоту. Вот такой образец мы сейчас с вами провяжем. Для показа я набрала 19 петель, 16 петель узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Для вязания по кругу число петель должно быть кратно 16. Итак, первый ряд. Кромочная петля. 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые петли. Накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые петельки. 2 вместе с наклоном вправо. Я меняю расположение дужек, чтобы у меня не было скрещенных петель. Вы смотрите, как у вас петельки смотрят. 2 вместе и 3 изнаночные петли заканчивают ряд. 2 это раппорт, 1 это петля симметрии и кромочная петля. Все изнаночные ряды вяжутся по рисунку. Третий ряд этого узора вяжется точно так же. Кромочная петля, 3 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли,
накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, 2 изнаночные. Это я закончила провязывать раппорт узора. 1 изнаночная — это петля симметрии и кромочная петля. Я один раз провяжу четный ряд, потому что для начинающих иногда задают начинающие мастера иногда задают вопрос, как это по рисунку. По рисунку это так, как смотрит петелька. Если у меня здесь лицевая петля, я их провязываю лицевыми. Дальше идут изнаночные по рисунку, значит, я их провязываю изнаночными. И вот так вяжем до конца ряда, глядя на то, какая петелька. Накиды я также провязываю в данном узоре изнаночной петлей. Вот здесь лицевые, я их провязываю лицевыми. И заканчиваю ряд кромочной, это скрещенная изнаночная у меня. 5-й ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. Далее 3 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, 3 лицевые петли, 3, накид, 2 лицевые, дальше 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. 2 изнаночные. Это я закончила провязывать раппорт узора. Петля симметрии здесь изнаночная идет и кромочная петля лицевая скрещенная. 6-й ряд я провязала по рисунку. Теперь мы вяжем 7-й ряд. Кромочная петля, 3 изнаночные, 2, 3, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И вот у нас формируется косичка. Далее 2 изнаночные петли. Я закончила провязывать раппорт. Вы вяжете то количество раппортов, которое вам нужно для вашего изделия. И заканчивается поворотный ряд. Изнаночная — это петля симметрии, и кромочной петлей. Вот так выглядит начало нашего вязания. Теперь 9-й ряд. Кромочная, 3 изнаночные петли, 2 вместе с наклоном влево, накид, 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 изнаночные. Это я закончила провязывать раппорт. Петля симметрии и кромочная петля. 11-й ряд провязывается точно так же, как и 9-й. Кромочная, 3 изнаночные петли, 2 вместе с наклоном влево, накид, 7 лицевых, 4, 5, 6, 7, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 2 изнаночные. Далее петля симметрии и кромочная петля. 12-й ряд провязывается по рисунку. 13-й ряд. Кромочная петля, лицевая петля, накид, 3 лицевые петли, 2, 3, 2 вместе с наклоном вправо,
5 петель жемчужного или рисового узора. 1, 2, 3, 4, 5. Я чередую лицевую и изнаночную петлю. Я буду провязывать рисовый узор, поэтому чередовать буду в каждом лицевом ряду, а изнаночный ряд буду провязывать по рисунку. Далее 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2, 3, накид, лицевая петля и кромочная. 15 ряд провязывается точно так же, как предыдущий лицевой ряд. Кромочная, я ее просто пересняла, лицевая, накид, 3 лицевые петли, 2 вместе с наклоном вправо, 5 петель рисового узора. Здесь я буду менять петельки. Там, где у меня была лицевая, я буду провязывать изнаночную и наоборот. Провязала 5 петель. Теперь 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 3, накид. Это я закончила провязывать раппорт данного узора. Лицевая – это петля симметрии и кромочная петля. 17 ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Следите, чтобы не получались петельки скрещенные. 5 петель рисового узора. Я меняю петельки. Изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. Далее идет 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая. Это я закончила провязывать раппорт узора. Лицевая – это петля симметрии и кромочная петля. 19 ряд. Кромочная, 3 лицевые, 2, 3. Накид, лицевая, 2 вместе с наклоном вправо. Я меняю дужки, а вы смотрите, как у вас смотрят петельки. Далее 5 петель рисовой вязки, рисового узора. 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 лицевые. Это я закончила раппорт узора. Петля симметрии здесь лицевая и кромочная петля. 21 ряд. Кромочная, 4 лицевые петли, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 петель рисового или жемчужного узора, а у кого-то это будет изнаночная гладь или же платочная, можно вообще ажур какой-нибудь, сеточку. 2 вместе с наклоном влево, накид, 3 лицевые петли. Это я закончила провязывание раппорта узора. Петля симметрии и кромочная петля. Давайте провяжем 23-й последний лицевой ряд этого узора и посмотрим, как в более темной пряже раскрывается этот узор. Кромочная, 4 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 петель рисового узора, 2, 3, 4, 5.
2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые. Это я закончила раппорт узора. Петля симметрии и кромочная петля. Вот посмотрите, как выглядит этот узор в более темной. Не знаю, насколько передает все камера, но даже в черном цвете этот узор очень выразительный и очень красиво смотрится. Вот для такого тоненького, теплого свитерочка базового идеально подойдет. Вот раппорт узора, который нами провязан. Надеюсь, вы найдете применение для этого узора и видео было полезным. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и до встречи на канале!